Друзья, всем привет! Время весна. Скрылись реки, озера еще стоят. Выехал я попробовать хариуса порыбачить у таежных речек, у ручьев. Ну и так. Очень много вот таких насекомых. Это веснянки. Не помню, как точно они называются. Может быть, так и есть. И хариус уже ими питается. Выпрыгивает. Сейчас простоял здесь, наверное, минут 30 и пока ни одной поклевки не видел. Неудивительно, что он уже насытился и, может быть, на червя клевать не будет. Переделал удочку на спиннинг. Просто привязал там поплавок и закидываю. Ну и по течению где-то спускать можно, стравливать. То есть пробую так еще здесь. Так-то хариус должен быть. Есть первый хариус. Вот такой вот. Не крупный, но средний взял. Отличный. Не сразу он взял. Долго я стоял, минут, наверное, 15. В одно и то же место кидал, потом где-то схватил. Ладно, сейчас, может, на уху наловлю, худо-бедно. Самое главное в этом деле насадить хорошего червяка, чтобы он не только на крючке был, и за пределами крючка. Вот такой вот пучок получается. Тогда рыба охотнее берет. Ну и любая, в принципе. Не только хариус. На улице прохладно. Ветер холодный. Ох, опять поклевка была такая мощная. Бах-бах. О, есть. Этот такой небольшой. Забираю его тоже как дополнение к ухе. Хотя бы наловить на вечер. Ну, в принципе, это более-менее средний хариусок. Есть еще один. Маленький совсем. Все, убежал. Ох ты, хороший был. Попал. Ух ты, хороший. На сегодня вот такой вот красавец взял.
Отличный хариус. Это уже 5-й. Ух, радости. Три небольших хариуса и 2 таких хороших. Хорошая есть уха. Рыбалка такая, часа полтора, наверное, я здесь потратил, постоял. Хариус есть, но он чувствуется, что он какой-то вот нету клёва такого. Может, сытой. Вот здесь вот точно на яме, на глубине, здесь такое обратное течение. Крутит, вертит поплавок в разные стороны. Здесь точно есть крупный хариус. Наверняка. Дрова, которые я в свое время заготовил. Последний раз здесь был 2 года назад, осенью. Вот тогда и напилил. Думал, еще потом приеду. Тогда не удалось. И вот сейчас они мне пригодились. Заготовкой заниматься не надо. Только наколоть и все. Здесь дров еще порядочно. Такая вот у меня баночка еще здесь оставлена. В прошлый раз я, когда забыл котелки, осенью приезжал. И вот такая вот палочка, рогатина. Подвешивал на таганок и баночку здесь конструировал. Елка, которая надо мной, мне 2 макушки. Одну макушку сломала ветром, вот она свежая. Лежит прямо у меня на тропинке. Я здесь когда-то вырезал ступеньки лопатой, чтобы удобно было забираться на гору. Горка такая крутая. Дрова сухие, отличные, под елкой. Всегда пригодятся. Перчатки у меня здесь даже оставлены были. Мыши забрались на дерево и вот так вот погрызли перчатки и оставили помет. Все грызут. Как они у меня лодку не прогрызли на заползухе. Она у меня была зимой. Там оставлена, просто под елкой лежала. Удивительно. Таганок даже не выдернуть, он вмерз. Земля мерзлая. Но скорее всего, что надо новый. Он весь сухой. Сейчас прогорит просто и все. Так просто его не выдернуть. Ой. Ладно, пока оставлю. Где-то у меня тут была соль. В этом кузове обычно ничего. О, рябчик где-то рядом сидит. Прилетел.
Главное, сгущенку взял. Так, нашел. Немножко икры было. Хариус. Так, все. То я запеку. Хороший лапник, такой мощный, под палатку. Как раз это упавшая макушка. Этот лапник, конечно, немножко жестковат. Не такой, как нижние веточки, но пойдет нормально. Будет хорошая такая подстилка. Земля мерзлая. Вот такой у меня получился, друзья, хариус печеный. Это мне будет на завтра, на обед. Вкручиваете по резьбе, здесь взводите, ну и все, здесь отпускаете потом. Получается, тут капсуль стоит, тут боек бьет, и все, выстрел. И есть еще с собой вот такой вот перцовый баллон, огромный, 600 миллилитров, антизверь, очень тяжелый, такой увесистый. Беру его так на всякий случай, пожарный. В палатку кину, это тоже в палатку кину. Ну вот так. Есть еще петарды с собой, но это лучше, чем петарды. Вот даже сейчас. Грохот хороший стоит. У меня даже в ушах зазвенело немножко. Но это пройдет. Как из ружья. Принцип такой же. В палатке лучше не стрелять. Можно пробить, наверное, палатку, потому что даже огонь вылетает. С собой возьму, кину для успокоения. Так, все-таки это весна. Всем доброе утро. Время 8:30 утра. Есть, но маленький. Этого отпускаем. Совсем малой.
Еще один такой же. Такой харюс клюет, не крупный. Видно по поклевке даже. Иду до одного места, спустился с горки. Красивая такая скала. Тут уже река рядом, вот. Осталось недалеко. Похоже на известняк. Руки пачкаются. Вот там, как вымывают, такие расщелины. Вот полости. Туда там мягко. Ага. Вот руки пачкаются. Это, скорее всего, что известняк и есть. Есть. Нормальный хорюсок попал. Средний. Так. Единственное, что кусты тут вот. Ольха вот нависает. Не очень удобно. Но в принципе ловить можно. Второй. Такой же точно. Хороший харюс. Вот он. Против солнца не видно ничего. Как раз оно светит тут. Такое неловкое положение. Опа. Третий, этот самый крупный. Это небольшая плотина. Бобры уже начали строить. Навалили вот здесь вот ольхи. И вот она уже здесь практически готова. Тут ручеек здесь переливается. Вот такие вот речки, ручьи, где-то если связаны с озерами, то они очень сильно, конечно, эти бобры, это прям беда какая-то на самом деле. Просто беда. Их очень много развелось, просто неимоверное количество. В 90-х годах их просто не было. В начале 2000-х они появились, и их сейчас каждым годом все больше и больше. Все везде загораживают, везде строят плотины. Это, конечно, проблема. Никто на них не охотится, никому они не нужны. За редким исключением кто-то стреляет. Вот он. Такой. Возьму его. Решил подняться вверх по речке немного. И здесь такое место. Интересно, еще лед стоит. И видно, что глубина присутствует вот здесь вот. 1,5 метра точно есть. Даже здесь, там глубже. Я думаю, харюс здесь есть. Он сюда заходит. От основной реки не так далеко.
Обалденный хариус, очень вкусный. Больше ни поклевки. Добрался до речки, где вчера рыбачил. Там одного поймал. Хариус есть, но клевать он не хочет. По сути, здесь особо делать уже нечего. Вряд ли он будет клевать сегодня, завтра. Но так как я забрался далековато от дома, сегодня здесь еще ночую, а завтра выдвигаюсь в другие места. Палатку снимаю. Надо добраться до избы, посмотреть, в каком она состоянии. В этом году ни разу там еще не был. Может быть, медведь был, не знаю. Солнце заходит за гору. Ветра нету. Градусов 5, наверное, 4 тепла. Сижу на угорышке тут и просто так смотрю на речку. Зашел погулять в бор, здесь у меня рядом с ручьем, и наткнулся на такое типа строение. Либо кто-то что-то хотел тут строить, скорее всего, что просто недостроено. Может, балаган какой-то. Вон стекольные рамы валяются. Вот та нижняя рама целая, стекла целые, это разбито. Точно что-то хотели строить, либо балаган, либо избу, и все брошено. Думал, это точильный камень, такой, это обычный камень с речки, просто лежит тут так на пне. Котелок алюминиевый, там уже тоже листьев нападало, он весь в какой-то плесени. Вот такой вот котелочек, но если его отмыть, он вполне себе рабочий. Вот 2 года назад, когда я сюда приезжал, забыл котелки, из банки себе там конструировал. Вот надо было сюда зайти, знать бы, что он тут висит. Это была бы вообще отличная находка. Тогда я весь расстроился, что приехал сюда и забыл котелки. Первый раз в жизни у меня такое было, поэтому оставлю его здесь, может пригодится когда-нибудь. Салофан валяется вот так вот. Издалека думаю, что за бревнышки такие. Накат, навес. Называются по-разному, все называют. Как думаете, для чего это сделано? Над корнем. Корень — это порхалище для боровой птицы осенью. А это искусственное укрытие такое от снега, чтобы не заносило, чтобы птица могла здесь подольше находить камушки для перемалывания пищи. Так что вот такая вещь. Кто-то следил за этим делом тут. Интересно, очень интересно. Выпилено бензопилой пополам бревна и вот так просто сложены. А тут столбики. Столбики такие серьезные, конечно, здесь стоят на века. Как стойки у сарая. Можно было, конечно, поменьше что-то сделать. Но, видимо, давно это кто-то делал и до сих пор стоит. Филин, по-моему, или неясыть. О! Как
как начинается темнеть, так он просыпается. Днем спит, наверное. Вот здесь вот, где я ходил, эту стоянку сегодня показывал, где-то тут вот в горе сидит. Друзья, всем доброе утро. Время 4 часа утра. Дятел где-то барабанит. Немножко я подмерз, но все, встаю, собираю и выдвигаюсь в сторону избы. По пути буду рыбачить. Мороз сегодня ударил приличный. Замерзла вода в котелке. Но я думаю, градусов 7-8 было мороза. В ручье, где стоячая вода, ледок, уровень воды в речке упал. Спальник у меня рассчитан, экстрим, написано минус 20 градусов. Но все производители спальников просто обманывают людей, всегда завышают показатели. Экстремальная температура, могу сказать, минус 5, вот так, вместо 20. Это при том, что я одет был в 2 штанах, 3 были флисовые и 2 флисовые куртки, и спал в шапке. Коряга какая-то он. Раз картонка с мышью и 2 картонка с 2 мышами. В коридоре 2 мыши и на улице картонка стояла, тоже 2 мыши. Вот такой урожай. Я думал, попадет больше. Ну ладно. Сколько их за осень было переловлено, все равно попадают. И оставить картонки все равно, наверное, будут липнуть. Но зато стол чистый, идеальный. Когда последний раз уезжал, все-таки осталось. Они до стола не добираются, если картонки стоят. Падают на полу. В избе влажно, надо немножко протопить ее. Спать охота. Сегодня нормально я не спал. Подмерз. Прилично так. Время 3 часа дня. Сейчас попью чаю и лягу спать, наверное. Сразу все не влезли, потом одного дожарил. Время 8 часов вечера, на улице еще светло. День совсем уже длинный. Темнеть начинает уже после 9. Окончательно так. На улице подмораживает. Плюс 1 градус. Днем сегодня я сюда приехал, было плюс 15.
Тут немножко на солнышке еще нагрелось, но за 10 точно было. Температура, у меня все лицо сгорело вон от солнца. Так что все. Всем до завтра. Завтра буду думать, чем заниматься. Вот это хорюс.